Счастье, счастье, летит счастье моим любимкам тельцам. Счастье летит. Крепко держитесь за это счастье. Несмотря ни на что, стержень, сила духа, позитив и философия жизни, которая очень вас подкрепит и укрепит ваш стержень. Всегда этой формуле придерживаемся. Итак, мои хорошие, апрель месяц. Апрель месяц. С чего начинается апрель месяц? Начинается с того, что с солнцем. Но мы начнем с вами не с солнца. Да, оно у вас, о нем мы поговорим попозже. Мы начнем с вашей управительницы, с вашей Венеры. И вообще всегда смотрите, где ваш управитель. Венера. Ой, Венера красивая в апреле месяце. Ой, красивая Венера в апреле месяце. А почему? Потому что, до 11 числа Венера где? Она находится у вас. Уже давно находится у вас. То есть у себя дома находится. А потом пойдет куда? А потом идет к Близнецам, где очень тоже любит бывать Венера. Там есть эстетика, там есть шарм. Близнецы понимают, что такое Венера и как пользоваться Венерой. Итак, Венера до 11 числа находится у вас. Это находится у вас в первом секторе. О чем это говорит положение? Это говорит о том, что она своих тельцов расслабляет. Да, хочется ярких перемен. Да, хочется изменить внешность. Да, хочется даже в какой-то интерьер поменять и внутри своего жилья, и у себя что-то какие-то подкраситься, перекраситься, какую-то приобрести новую покупку, которая будет очень радовать. Запахи, то есть духи, какие-то брызгатели для дома, цветы, чтобы глазу было эстетики приятно, то есть украшать и себя, и свое жилье. Вот так работает на вас Венера. Настолько в гармонию приводит. Изысканно что-то хочется немножечко, такое вкусненькое. Это тоже Венера сделает. И может быть даже слишком вкусненько и часто захочется. В конце концов, пока Венера у вас, это можно позволить себе. И пусть. Затем Венера делает транзит в знак зодиака Близнецы. Тоже прекрасно оставляет вам, этот транзит оставляет вам финансовую опору, финансовую поддержку, а точно так же встречи, романтика, влюбленности. Хочется друг другу дарить какие-то презенты, дарить какие-то комплименты, дарить какие-то приятные слова, встречи. И они не теряешь головы. Вот настолько хороший этот транзит, ты не теряешь голову. Ты всегда остаешься наперед с каким-то маленьким таким планом. Если я поеду туда или там, вот меня куда-то пригласили, я посчитаю, я потрачу столько, но я получу столько удовольствий. То есть ты не сломя голову помчался, я куплю, ой, мне понравилось, ой, я поеду на встречу, ой, меня туда пригласили. Тебе это все нравится, ты все это хочешь, но ты все равно остаешься, потому что идет ваша Венера по второму сектору, это всегда с финансами в теме. Ты не потеряешься, ты не улетишь, а потом вернешься и не знаешь как. Настолько деликатно здесь с вами обращается ваша управительница и очень любит находиться, конечно же, в Близнецах, потому что там всегда пара. А Венера это пара. Венера это где мой Марс? Где моя вторая энергия? То есть две энергии, они должны всегда в балансе быть. Не может быть только одна энергия. Когда она одна, ей грустно. А, конечно, когда заходит в Близнецы, и вы это будете очень сильно чувствовать. Пары создаются, пары возникают. И общение. Хочется общения, хочется какой-то коммуникации, о чем-то говорить, о чем-то перекидываться какими-то даже флюидами. Такая будет атмосфера, вот такой шлейф от самой Венеры. Дальше. Меркурий. Меркурий
заходит к вам с 3 числа. Меркурий будет находиться у вас. И сразу же Меркурий, а Меркурий это что? Мысли. Куда моя мысль, туда моя жизнь. Как я мыслю, так я живу. Когда Меркурий находится в знаке зодиака Телец. Да, здесь Меркурий, знаете какой? Очень домашний, семейный, уютный, комфортный. Здесь Меркурий, надо помириться, не надо конфликтов. Давайте вместе сделаем какой-то ужин. Ну, давайте какой-то семейный совет устроим. Ну, давайте встретимся где-то, обсудим что-то. Вот такой Меркурий, он очень в большой коммуникации. И эта коммуникация пребывает в гармонии. Не хочет никаких разочарований, не хочет никаких. Поэтому, если вы попадаете в какую-то атмосферу, где много говорят о негативе и много говорят о каких-то проблемах, о каких-то болезнях, старайтесь в этот период, потому что вы настолько чувствительны, вы можете просто заразиться от этого. На тельца очень легко скинуть какой-то негатив, потому что тельцы очень мягкие и восприимчивые, вот так вот, восприимчивые, поэтому вы воспринимаете эту информацию, она настолько откладывается, что вы потом немножечко думаете, анализируете, она у вас садится глубоко. Поэтому, конечно, такой Меркурий, когда заходит к вам, и он почему-то захочет сразу сделать квадратуру. И делает эту квадратуру с Плутоном. А Плутон только что делал транзит в знак зодиака Водолей. И Плутон совсем конфликтовать не хочет. Он только сделал транзит. Ему в Водолее легче, ему в Водолее раздольней. Он может действовать по своим правилам, подключаясь, конечно же, к правилам Водолея, но там нет такой застолбеневшей устойчивой структуры, которая нет только так, как это было в Козероге. Здесь выстраивает Меркурий. То есть Меркурий что тут хочет от этой квадратуры? Меркурий находится у вас, ищет. Что ищет? Ну вот так, надо позвонить, узнать, как у того. Надо позвонить, узнать, как у этого. Ой, у того плохо. Я сейчас этому расскажу, этому плохо. Надо, может быть, ищет вот эта квадратура, как будто бы напрашивается. Ну, что-нибудь негативное бы узнать, ну, что-то такое неприятное. И в конце концов, это неприятное может откуда-то вылезти. Поэтому, конечно, абсолютный игнор этой квадратуры необходимо сделать. Она вам не нужна, эта квадратура. Если даже кто-то что-то звонит и нуждается, может быть, в вашем совете, может быть, в вашей помощи. Кстати, если позвонят и спросят у вас в долг, то на такой квадратуре категорически нежелательно давать в долг деньги. Точно вы их не получите. Нежелательно подписывать никакие контракты, потому что этот контракт может вас потом не устроить. Условия, которые вы подписали, не устроить. Эта квадратура она сильная, но она расходящаяся. И лучше, конечно, это вот начиная с Меркурий с 3 апреля. Уже где-то так через 2-3-4 дня эта квадратура разойдется. А вот эти вот 3-4 дня вообще ничего. Даже если кто-то постучался и нужно соль занять, ну не занять, попросить соль, попросить, ничего. Вот так вот как-то можно обойти, потому что тогда на эту квадратуру ты как будто заскочил, и ты ее затянешь на хороший целый месяц. А она такая расходящаяся и проходит быстро. Вот еще несколько слов все-таки хочу сказать о Венере, которая будет находиться и у вас до 11 числа, а потом пойдет в Близнецы. Эта же Венера очень делает красивые 2 аспекта. С Нептуном секстиль и с Плутоном делает трин.
Конечно же, все равно делаем акцент на вашу управительницу, на вашу Венеру. И два таких роскошных показателя, два таких чудесных аспекта с Нептуном. Ну, любит Венера, конечно же, любит Нептун, потому что Нептун это что-то такое воздушное, это что-то такое иллюзорное, эстетика в этом во всем есть. Ну, немножко такой размах, полет, красота, настроение, это все делает Нептун. Да, немножечко тебя что-то и заводит в какую-то иллюзию. Но Венера иногда и любит пребывать в такой иллюзии. А показатель секстиля это показатель гармоничный. То есть ты имеешь какое-то эстетическое наслаждение. А также трин с Плутоном. Это финансовые очень хорошие могут быть сделки. Вот по вашей Венере. То есть ориентируйтесь больше вот на Венеру, на вашу управительницу в этом месяце. Это сделки очень хорошие, это продажи очень хорошие, это в суде могут быть выигрыши, это надбавки, это очень хорошие выплаты, которые вы не получили. Дальше что смотрим? Полнолуние. Полнолуние будет 6 апреля в знаке зодиака Весы. Там, где Венера такая же управительница, как и у вас. Понимаете, какая гармония? Полнолуние завершаешь, заканчиваешь, какой-то период жизни уже у тебя, и ты выстраиваешь гармонию, с кем-то помирился, с кем-то какие-то, нашелся в конце концов кто-то человек, с которым вы давно не виделись, вы давно не общались, вы давно никаких сведений об этом человеке не получали, и может на это полнолуние, но у вас не закончен какой-то был разговор, не закончен какой-то был кейс вот с этим человеком, появляется, дает о себе знать для того, чтобы завершить, закончить этот этап, закрывается. О полнолунии тоже буду говорить поподробнее. Ну а 20 числа будет новолуние. Новолуние будет, открывает коридор затмений. Это солнечное затмение, открывается коридор затмений 20 числа. И он будет в знаке зодиака Овен для вас. И это новолуние, и само Солнце, которое будет у вас пребывать, это такое положение, такое бережное, себя немножечко как-то в себя уйти. Да, открывается коридор затмений, но я особо на это не реагирую. Я следую там, где моя управительница, я ее инструкциям следую, то есть Венеры, потому что находится это у вас в очень экономном режиме. Вам не захочется ничего тратить ни на какие энергии, ни на какие лишние действия. У вас ее и не будет. Солнце находится у вас, потому что оно готовится к вам, оно готовится. И когда готовится, ты как будто немножечко в таком состоянии, ты не хочешь много тратить энергии, ты хочешь наслаждаться и получить от этого месяца, но очень степенно, дозированно, мягко, не напрягая себя, потому что любое напряжение, кстати, уделяйте внимание больше в этом месяце отдыху, расслабиться, успокоиться, принять какие-то даже такие час-другой, если есть возможность, процедуры ноги, вот что-то, может быть, массаж ног, может быть, какие-то солевые ванны для ног, чтобы как-то немножечко снять это напряжение, потому что Солнце и, конечно же, это ваше новолуние находится в таком закрытом у вас секторе, где хочется немножечко поразмышлять, успокоить себя, особо не контактировать вот с людьми, которые токсичны. Вы их будете так чувствовать, прям не подпускать к себе. Эта чувствительность такая сильная у тельцов будет. Ну, вот такой получается месяц. Даже больше, знаете, как сказать, месяц такой, а я лучше присмотрюсь, а я лучше отдохну. Ой, я лучше что-то для себя интересное почитаю, я что-то, возможно, для себя что-то какой-то начну изучать, курс, направление какое-то. Такой на себя. Потому что Солнце и само новолуние в закрытом. Не хочешь подпускать к себе близко. Но тем не менее, по Венере
появляется, это ваш управитель, появляется выстраивание гармонии. Ищешь всегда эту гармонию. И даже идешь на какие-то примирения для того, чтобы избежать все эти конфликты. Ну, вот такой месяц. Все планеты на прямом движении. И это большой показатель того, что таких явных каких-то, так как на прямом движении все планеты, каких-то таких вот резких поворотов не будет наблюдаться в этом месяце. Ну что, мои хорошие любимки, вижу Розану, конечно же, сразу ставлю венерианский по Венере лайк. Обнимаю вас.